Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал «Дом и сад». Меня зовут Александра. Я думаю, многие из вас уже знают, знакомы с моим каналом. Ну а те, которые не знают, я приглашаю познакомиться. Сегодня видео будет, скажем так, не по сезону, потому что сегодня уже на календаре 28 ноября, но еще садоводом можно работать. И я хотела вам предложить мой способ черенкования роз в ноябре, осенью или даже, можно даже сказать, весной. Почему я хотела поговорить с вами именно на эту тему? Ну, потому что многие садоводы сейчас или примерно там в начале ноября, как только начинаются первые заморозки, делают осеннюю обрезку роз, для того, чтобы потом их окучить и приготовить уже к зиме. И весной роза уже практически готова к новому наращиванию стеблей, листовой массы и меньше работы весной. Я обычно осеннюю обрезку роз не делаю. Объясню почему. Потому что морозы могут сильно травмировать растения. Но в случае, если хочу размножить розы черенками, то прибегаю к такой осенней обрезке. Ну и вот сегодня у меня, видите, я уже накосила, нарезала те черенки, которыми хотела бы увеличить количество своих роз. И в основном это английские розы, которые у меня были посажены в прошлом году осенью. В этом году они уже зацвели, показали, насколько они красивые. И вот я хотела бы теперь их размножить черенками. Конечно, не сезон, я бы сказала, потому что достаточно холодно, но розы размножать черенками вот в конце ноября и даже зимой можно. Почему? Потому что растение уже приготовилось на зиму, но питательные вещества, которые оно накопило и которые должны были пойти на образование семян, вот видите, вот тут у меня что-то похожее на шиповник. То есть вот здесь семенная коробочка розовая. Вот здесь они и остались, эти вещества. И мы можем их использовать для того, чтобы они послужили нам добрую службу в плане проращивания черенков. То есть растения, как только вы его перенаправите в другое русло, захотите из него получить черенки, то все то питательное, вот это вот сообщество, которое собралось вот здесь на краешках тоненьких, молоденьких ваших стеблей, на которых были цветы, оно постепенно, после того, как вы сделаете черенок, оно переместится сюда, в нижнюю часть черенка, и пойдет на образование корневой системы. Потому что любое растение, оно прежде всего заботится о своем выживании. И вот таким образом вы, перенаправиваете питательные вещества, вы получите возможность и хорошо укоренить черенки роз. И скажу вам, не весной, а вот зимой, когда уже достаточно холодно. Но этот первый корешок вы увидите не сразу. Появится он примерно в конце марта, в начале апреля. То есть растение все равно будет спать, пока холодно. А как только начнется вот потепление, как только придут первые весенние вот такие теплые денечки, оно проснется и начнет образовывать сначала каллюс, а потом и молоденькую корневую систему. То есть вы заблаговременно позаботитесь о том, чтобы растение уже было прочеренковано, а потом уже
весной оно начнет образовывать корешки. И где-то к середине мая вы получите уже новые молодые растения, которые можно рассаживать на клумбы или в горшки, высаживать куда-нибудь на новое место, где они уже получат как бы свое основное место проживания и роста. Ну, теперь давайте поговорим о том, какие же черенки, какие стебли взять для того, чтобы размножить розы черенками именно осенью, поздней осенью или даже зимой. В общем, лучший вариант это те, которые выросли в этом году и которые уже полуодревеснели. То есть они должны быть еще в меру мягкими, но уже как бы немного и жесткими. Ну, это просто определить. Вы подходите, смотрите, где у вас были цветы, и вот эти стебли срезаете. Толщина этих стеблей должна быть вот такая вот, видите, не более 5 миллиметров, потому что чем больше утолщен этот черенок, тем меньше здесь питательных веществ для образования корней. Они вот все здесь, только они ждали, чтобы потратиться на цветы, а теперь вы будете их использовать для корешка. Вот такой у меня черенок. Это английская роза, называется Алан Тичман. Я покажу, как она выглядит. И будем готовить. Значит, я взяла вот такой у меня есть укоренитель, называется ризопон. Кстати, он бывает разной концентрации. И для более сложных укоренений растений надо брать более сильный укоренитель. Для тех, которые легко размножаются черенкованием, можно даже вообще укоренитель как таковой не использовать. Теперь по поводу нарезки черенка. Вот здесь у меня такая длинная палочка розовая, стебелечек. И я буквально расскажу вам несколько таких важных моментов. Значит, первый надрез мы делаем, тот, который пойдет в почву, мы делаем где-то вот на сантиметр под почкой. Вот у меня почка, видите, вот почка, ростовая почка, из которой может развиваться либо боковой стебель, либо же листик. И вот я обрежу здесь вот под ростовой почкой. Обрежу наискосок. Вот так вот. Это первый срез. Второй срез я делаю обычно на расстоянии 2-3 почек, не больше. Вот первая почка, вот вторая. И вот над второй почкой я тоже примерно на расстоянии 1 сантиметр делаю второй, но уже прямой срез. И вот я уже получила черенок, у которого первая, самая нижняя почка, она начнет работать как критическая точка для образования корней, а вот эти две почки, они будут стимулировать развитие первых листьев и таким образом пополнять запас этого черенка в плане питательных веществ. Вот, собственно говоря, такой вот череночек я получила. Этот остаточек тоже можно использовать как черенок, но я скажу вам, что он будет укореняться хуже, потому что он подальше от вершка, и у него меньше питательных веществ, меньше жажда к жизни, я бы так сказала. Ну, попробовать можно. Обрежем вот этот краешек, освежим его. Обрезаю я тоже непосредственно под ростовой почечкой. Вот она, эта ростовая почечка. И получаю еще один черенок. Вот у меня уже 2 черенка. Эти черенки я буду высаживать у себя в тепличке, предварительно обработав поверхности с косым срезом, вот здесь вот ризопоном. Вы можете использовать другой укоренитель. И в тепличке я покажу, как я это уже сделала с другими черенками. Они будут находиться в таком хорошем, как бы благоприятном состоянии. Там хорошая влажность, там более тепло, чем на улице. И весной уже мы увидим первые росточки. Ну, у тех, у кого нет теплицы, можно использовать просто пластиковые бутылки. Объема побольше, литров 5, разрезать эту пластиковую бутылку
И крышечку оставить, зимой пока оставить эту крышечку. Под пластиковую бутылку вы можете посадить 4, 5, 6 вот таких череночков, накрыть их этой пластиковой бутылкой и время от времени пробочку от нее откручивать для того, чтобы пространство внутри проветривалось. Ну а весной растения вам покажут, какие из них захотели жить, а какие нет. Сейчас я покажу вам поближе, как выглядят эти мои череночки, и покажу в теплице, насколько уже там я приготовила свой посадочный материал к весне. Давайте поближе рассмотрим черенок, который я приготовила. Это косой срез, он пойдет в почву, ну, на глубину примерно. Вот эта почка ростовая, видите, я как раз рядом с ней обрезала. Вот она, эта ростовая почечка. И я вот заглублю примерно вот так вот, на сантиметра 3, не больше. И 2 ростовых почки. Вот одна почка ростовая. Вот она. Вот еще вторая почка ростовая. И на самом краешке 3-я ростовая почка. И вот сантиметр от 3-й ростовой почки. Вот такой вот черенок. Теперь еще один момент при обрезке, когда вы готовите черенки, обязательно проверяйте внутри, насколько он живой и здоровый. То есть вот ткань, которая здесь уже просматривается, она должна быть чистой, белой, без всяких признаков гнили, почернения. Если вы находите, что там внутри какие-то коричневые или почерневшие срезы, такой черенок лучше не высаживать. Также надо проверить вот саму поверхность черенка. Он должен быть цельным, не должно быть повреждений на кожице. Если повреждения есть, то такие черенки лучше не высаживать, потому что там могут быть просто паразиты, которые живут на ваших розах, а вы об этом даже не догадываетесь. Вот такой вот череночек. Теперь хочу еще показать, как я нарезаю черенки. Может, кто-то не рассмотрел. Ну, вот здесь у меня розочка. Значит, здесь вот отрежем. Так, это будет первый черенок. Здесь режем на косую. Смотрим, почка нам нужна. Вот почка, вот она, вот почка. Срезаем над почкой, под почкой. Теперь считаем 1, 2 и вот 3-я. Над 3-й почкой срезаем на 1 сантиметр. Вот черенок готов. Еще один смотрим. Это довольно толстый. Вот это вот, видите, поранена розочка. Резать не буду. Здесь тоже вот ранение. Вот здесь аж она живая. И вот почка. Здесь отрежем чистый. Все, еще один череночек. Теперь этот еще. Значит, здесь тоже я отрежу наискосок. Листья уберу. Осенью они сами отпадут. Теперь смотрим, где тут почка. Вот она. Обрезаем под почку. 1, 2, 3. Вот так вот оставлю. Вот такой вот череночек. Все, я уже нарезала 4 черенка. Даже 5. Может быть 5 роз. А тут у меня еще целый запас. Это все я сейчас буду резать. Розочка Алан Тичман. Здесь у меня уже укорененные череночки, вернее черенки, которые я укореняю. Тут у меня уже примерно 10 сортов. В основном это те сорта, которые я высаживала в прошлом году. И уже в этом году они цвели. То есть сортность я проверила. И могу дальше их размножать. Тут у меня еще 4 сорта
лаванды тоже после осенней обрезки укореняются. Буквально сегодня я черенковала 3 вида розовых кустов. Сейчас вам покажу. Вот они тут уже. Значит, первый это Алан Тичман. Потом здесь у меня есть лимон рококо. Красивейшая розочка. И Jubilee Celebration. Это английская роза. Я приведу вам их фотографии. Посмотрите, насколько это красивые розочки. Ну и кто бы хотел приобрести посадочный материал, можете мне писать в директ. Весной уже будут свежие, хорошие, укоренившиеся череночки. Ну что ж, надеюсь, видео было для вас полезным. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк, если оно вам понравилось. И заходите почаще, на канале много интересных садовых историй. Всем пока, мирного неба!